с вами Вероника. Сегодня у нас интересная темка, которую я отодвигала очень большое количество недель. Но вот сегодня почему-то настал ее звездный час. Смотрим диагностику вашей отливки. Кто этим занимается, думаю, вам будет это интересно. Сейчас будет один вариант. Если это видео и эта тема вообще будут актуальны, то раз, может быть, 2 недели, там посмотрим, насколько вам зайдет это все. Буду делать, но уже варианта на 4. Вот. Так что, если что, отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, насколько оно вам зашло, не зашло, актуально или не актуально. Вот кто занимается отливками сейчас, да, ну или периодически это делает для себя, либо еще для кого, можете посмотреть. Резонирует с вами и вообще, ну, поможет ли, да? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вопросов. Раскрывать я их буду, даже не знаю, какой колодой. Скорее всего, что Таро Веретника, а там еще посмотрим, что нам зайдет. По ходу всего этого. Хотя, вы знаете, уже зашло. Возьму я вот эту колоду. Так, давайте-ка поглядим. А там будем дополнять. Первый вопрос. Правильно ли выполнена отливка? Я бы не сказала, что правильно. Что-то здесь в чем-то есть затык. Хотели одно, получилось другое. Вот такое у меня ощущение идет. Здесь то ли защита помешала. Хотели снять депрессию, да, ну то есть почиститься, разумеется. Какие-то влияния. Правильно ли выполнено? Избавлялись от несправедливости, но я бы не сказала, что правильно. Слушайте, что-то там да не так. Что-то здесь не так. Что-то как будто не учли. От проклятия избавлялись. Вас как закрыли через это проклятие, вы оберег делали, да? А что неправильно? А что неправильно? Хочу тогда взять Хаштарон. Сейчас у нас будет соляночка. Мне показывают, что вы хотели убрать. А вот, что? Ну что же неправильно? Что там вот не совсем хорошо пошло? Знаете как? Ну, тут показывают то, что вас... Ой,
Смотрите, во-первых, часто пробивают, во-вторых, здесь влияние, опять же таки, любятина может проходить и от бывшего, и треугольники. Влияние из-за этих треугольников по семье завязка есть. И знаете, как здесь? Здесь не то, что неправильно, здесь ее нужно повторять еще не один раз. Вот так вот. Так, какой негатив был до чистки? Ну, смотрите, любятина, ребят, ну, это вообще... Любятина, приворотная магия, отворотная, ну, короче, любовная. Да, на туз кубка у вас пробивали. Хотели от вас отношений, короче говоря. На распутье ставили. Прикиньте, короче, человек обращался, и ему посоветовали... Ну, короче, делали такой ритуал, чтобы вы еще как-то снисходительно к этому персонажу, тут король кубковый выпадает, снисходительно относились, понимаете? Вот такой негатив был. Так. Склонна, что через чернокнижие делали это все я. Даже на кладбище или на местах силы проводили. Ну, вряд ли на местах силы они будут. Хотя всяко может быть, ребята. Смотрите сами. Скорее всего, что зачитывали на кладбище. Мороки на вас накидывали. Хотят, чтобы расплата вам пришла. А за что расплата? А за что, по их мнению, вы должны расплатиться? Ой, человек думает, что это вы повинны в том, что у него... Короче, что вы у него украли доходы. Люди от него отвернулись, денежки не идут. Что думает, что вы на него крадник нацепили. Ого, ого, вот это да. Слушайте, ну да, здесь королева пентаклей, королева воды выходит. Ребят, тут ну бывший любятиной попахивает. Хотя, помимо этого всего, тут может и простреливать работодатель, понимаете, может кто-то к вам испытывает чувства, хотел бы вас, да, в тройничок, так сказать, охомутать, ну, в качестве любовницы, там, семья это семья, там, а ты вот как-то тоже, чтобы была стабильненько при мне. Но я спрашивала другое, а... Вы это делали вообще, эти крадники? Ваши, так сказать, лепта в это все? Да я бы не сказала. Вам вообще тяжело с этим человеком общаться, и вам это и нахрен не впало. Да. Вам бы здесь побыстрее разрушить эту всю белиберду с прошлым и закрыть эти все вопросы. В лучшем случае вы вообще здесь ну, снимаете это все через работу со своим родом. Понимаете, обращаетесь к высшим силам и к богам, чтобы это все с вас убрали. Ну, в общем, у человека вот такое мнение. Его цель, ну какая цель? Пожалуйста, навести на вас деструктив цель. И что?
Ну, чтобы вы страдали, переживали, думали все время о нем и сливали свой ресурс в его сторону, скорее всего, девочки. И мальчики тоже. Слушайте, человека бесит, что вы начали повышать свои вибрации и выбрали свой путь, вы его не выбрали. Бесит, короче, этот момент. Очень бесит. Ждет, что, короче, чем дальше, лучше, выше вы, тем ниже и глубоко в болоте он. И он не понимает, что это... Что он просто пользовался вашим, понимаете? А теперь вы просто начали, ну, брать свое от Вселенной и подтягивать свои ресурсы, а человек думает, что у него там крадники. Скорее всего, что тот персонаж даже не был достоин, вы вообще не тому отдавали. Или позволяли вот себя, да, использовать как-то. Что на вас еще осталось? По менталу работают, ребята. По менталу человек работает. Пытается вам внушить определенные вещи. Внушает. Лучше бы он на себя это время потратил, честное слово. Знаете как? Человек работать-то работает, но вы, я смотрю, счистили из себя вот эти все иллюзии по поводу того, что должны, ну, жертвовать собой ради этого персонажа. Вот так вот. Что вам дала эта отливка? Девочки, ваши силы, ваши знания к вам приходят, и мальчики тоже. Соединение, баланс, да, балласт, чуть не сказала. Балласт скинули, короче говоря. И, кстати, благодаря вот этим вашим отливкам получается, что и воздействие по менталу на вас, ну, меньше, нежели раньше действует. Вы начали прислушиваться к внутреннему голосу. Здесь или вы обращались к кому-то? О, да, здесь прям кто-то вам рассказал, как нужно на кладбище поработать. Или заказывали у кого-то работу. Здесь работы у вашего недоброжелателя на кладбище не получаются теперь. А вы вот эти разочарования сняли. И вот все вот те деструктивные программы, которые вот этот персонаж на вас насылал и направлял. Нужно ли повторять отливку? Да. Да, девочки, нужно. Как я и говорила, нужно. Останавливаться вам не надо. Нужно еще делать. Да, нужно еще на страже своих границ оставаться. Ну, давайте так, я четко спросила, да, как бы мне показывают цифра вот 17. Либо до 17 числа, либо 17 дней. Очень неплохо будет вам. Да, там договора у человека с неупокоенными душами, поэтому здесь вот так вот вам нужно больше, дальше, ближе к звездам, я бы сказала, да, вот так вот идти. Не все еще вы, конечно, знаете нюансы по поводу, знаете, как еще связь не такая сильная, что ли, с родом. И еще не все вы знаете, не на все вы готовы получить ответы. Да, вы только в начале.
Вы в начале. Вы созидаете, создаете, но вы в начале пути. Вы в начале. Ну, здесь предки выпали. Ну, здесь опять же таки, либо кому-то обращались, кто-то вам какую-то дал, знаете, подсказку, как что нужно делать. Вот это мне падает. Вот идите по этому пути. Единственный момент... Хочется мне еще по этому договору посмотреть. Девочки, да, смотрите, договора были с определенными силами, и подселение там к вам было, приворотные моменты. Приворотные моменты. Так что 17 или до 17 числа, смотрите, как там у вас. Итак, общий итог. Быстро нужно реагировать вам, работайте с камнями. А еще лучше... ребята, здесь на кладбище надо работать. На вас, ну, воздействия ведутся в данный момент. Поэтому и показывает, что надо быстро работать. Вам бы эти отливки поделать на погосте. Было бы вообще хорошо. Общий итог. По справедливости все будет. Но эту справедливость нужно здесь и сейчас творить. То есть не сидеть, не ждать, да? Здесь реально кому-то или 17 раз нужно сделать отливку. Или еще 17 дней от того момента, как вы посмотрели. Или 17 отливок всего, как вы там их растянете, смотрите сами. Или 17 раз. В общем, пробуйте вот так вот. Вам нужно еще изучить некоторые моменты. Подснимите с себя вот эти, знаете, еще какие сплетни. Там нужно ребятам создать такие условия, вашим недоброжелателям, чтобы они о вас забыли. Что-то вы еще будете изучать. Вам изучать надо. Закрывайте, пожалуйста, всех подлых личностей, которые вас угнетают и бьют по вашим чувствам. Кто бы они ни были. Здесь могут еще параллельно у вас в пространстве находиться недоброкачественные якобы друзья, понимаете, которые вас еще обмусоливают. Может, это и ваш недоброжелатель. То есть здесь очень... Ну, не очень, но приличный пласт работ. Вот что я вам скажу. Приличный пласт работ. Девочки, мальчики, все равно победите. Не переживайте, победите вы эту ситуацию. Закроете многие моменты, но поработать нужно. Без этого никак. Так что вот такой вот у нас был расклад. Замечательный и интересный. Я вас благодарю за просмотры. Да, здесь вы отзеркаливаете ребятам все, что
они на вас наводили, я так предполагаю. Им все плавненько, потихонечку отлетает. Оставляйте ваши комментарии по поводу того, как у вас все проигралось насчет отливок. Если актуальна эта тема, тогда буду делать на 4 варианта, не знаю, как часто. Ну, дабы у вас была возможность выбрать, да, потому что, ну, сами мы понимаем, ситуации разные. И хотелось бы, ну, так более детально, да, кому-то посмотреть, как вообще там эта отливка прошла, как сработала. Поэтому, пожалуйста, отпишитесь мне в комментариях под видео, дабы я понимала, ну, в принципе, по количеству просмотров я там увижу, да, насколько вам интересны эти моменты, но и тем не менее, все равно отпишитесь. Интересно ли вам сие? Иногда, конечно, диагностировать это полезно, и это, опять же таки, это общая картина маслом, да, там, если диагностировать более... Короче, если интересно, значит, я вам немножечко по-другому нужно там расклад будет посмотреть, уже чтобы диагностику, знаете, такую конкретную нам показала, так сказать, пробник, да? Хорошо, ребят, на этом я с вами буду на сегодня прощаться. Желаю вам добра этого мира. Ой, да, здесь, слушайте, у вас тут конфликты, и через кладбище делано. Ритуалят вовсю, ребят. Хотят, чтобы вы уязвимы были. Огнем работают. Знаете, такие персонажи, ясно солнышко, короче говоря, очень елки-палки, забыла слово. Эгоисты, короче говоря, вот, эгоисты. Ну вот, на сейчас точно все. Пока-пока.